ищу. Привет. Я ищу, где вы. Привет. Ну, наконец-то, привет. Приветствую, друзья, и в этом видео мы заглянем в закулисье одного из самых известных, в то же время самых таинственных кланов, который народ игриво давно прозвал Пугалкиными. Представьте, роскошный Лос-Анджелес, ночной клуб, русские хиты нулевых гремят на всю улицу. На сцене внук самой Аллы Пугачевой, Никита Пресняков. Он поет песни своей знаменитой бабушки, отца Жанны Агузаровой. Зал в восторге. Гонорар $15 тысяч. Казалось бы, обычный концерт для иммигрантов, но за кулисами этой блестящей картинки темная история семьи, где искусство, деньги, да в общем-то и бурые пятна, как сказал бы какой-нибудь следователь, сплелись в один тугой узел. Никита только что отшутился в своем микроблоге, мол, бизнес-класс – это сплошные проблемы богатых, слишком большой телевизор в салоне самолета. Представляете? А в это же самое время другой внук примадонны вынужден прятаться у отца в Чечне, потому что фамилия его родственников внезапно всплыла в международном розыске. Убийство. Армения. Девушка, которая хотела просто жить по-своему. И все это на фоне картин, фур и подозрительных сделок, которые пахнут не только маслом, но и чем-то гораздо более грязным. Давайте разберемся медленно, как в настоящем расследовании. Потому что за яркими огнями концерта в Лос-Анджелесе может скрываться механизм, который работает уже много лет. Начнем с того, что все знают. Алла Пугачева – легенда. Ее голос, ее хиты, ее замок в грязи. Но когда семья начала паковать вещи, чтобы вывезти все это богатство в Израиль, таможня встала стеной. Две огромные фуры. Картят, статуи, люстры. Говорят, одни только две картины тянули на сотни тысяч евро. Официально семейные ценности. Но документы были не в порядке. Груз завернули. И вот тут история становится уже по-настоящему любопытной. Представьте, арт-бизнес. Картины, аукционы, дорогие сделки. В Европе это уже не первый год, как называют на фоне гремящих скандалов, именно через картины и галереи отмывают огромные криминальные деньги. Черные миллионы возвращаются в искусство, которое потом спокойно продается на Западе. А Чечня, как говорят источники, давно славится такими схемами. Элитные связи, быстрые переводы, надежные посредники. И вдруг в этой цепочке появляется внук Пугачевой, который был вынужден свернуть свой арт-проект. Совпадение? Или часть большой картины? Ну а теперь самое тревожное. Один из внуков, Дени Байсаров, по слухам скрывается у отца в Чечне. Фамилия Байсаровых в розыске по делу об убийстве молодой чеченки Айшат Баймурадовой в Ереване. Девушку задушили. Она сбежала из республики, хотела новой жизни. Встретилась с подругой по имени Карина Иминова и больше не вышла на связь. На камерах Карина и мужчина по имени Саид Хамзат Байсаров оба уехали в Россию после того, что произошло с Айшат. Теперь их ищет официально подозреваемые. И вот здесь начинается настоящее расследование. Как далеко тянутся эти связи внутри семьи? Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте, вроде бы в стороне. Поет хиты, шутит про самолеты, живет в своем ритме. Кстати, есть смысл вспомнить, что Дени Байсаров тоже все время держался в стороне. У них это вообще какая-то мода. Все время говорит, я с семьей не общаюсь, но когда фамилия оказалась в розыске, он вдруг начал общаться и свернул свои бизнесы, которые вел в Лондоне и в Москве постоянно. Циркулировал, потом все это свернул, сказал, что это потраченное время и уехал в Чечню. То есть не общался и вдруг заобщался. Данный конкретный внук очередной, этот все еще пока что, я бы назвал, легендой. Развивает эту легенду, что он ни с кем не общается, вполне себе самостоятелен. Но семья ведь это одна кровь, давайте об этом все-таки не будем забывать, что это, наверное, ставит под сомнение выражение его, ну а про Дэнни уже и говорить не будем, все уже давно, по-моему, стало очевидно. И когда картины Пугачева не пропускают на границе, а в Чечне прячутся от розыска, а в Европе трясут арт-дилеров, невольно задаешься вопросом, а не один ли это механизм? Деньги, которые нужно сохранить, очистить, перевести подальше от глаз. Бизнесмен Андрей Ковалев недавно сказал довольно жестко, мол, песни Пугачевой надо изъять в пользу государства, как интеллектуальную собственность. Те самые хиты, которые Никита пел в Лос-Анджелесе. Мол, это уже не ее личное, это народное. И после всех этих историй с вывозом, розыском и подозрительными совпадениями такие слова звучат уже не как эмоции, но как сигнал. И что мы видим на самом деле?
Семья, которая когда-то правила российской эстрадой, теперь разбросана. Кто-то поет за океаном за 15 тысяч, кто-то прячется в горах. Картины стоят в фурах на таможне. А где-то в тени огромные суммы, которые нужно было спрятать, отмыть, сохранить. И никто до конца не знает, где заканчивается искусство и начинается настоящее дело. Представьте, как это могло работать. Картины, якобы из коллекции Пугачевой. Их везут за границу. Документы с пробелами. В это же время кто-то из близких круга попадает в историю с тягчайшим преступлением. А Никита продолжает петь Арлекино и миллион алых роз для тех, кто уехал. Ностальгия, хиты нулевых, все красиво. Но за этой красотой ощущение, что мы видим только верхушку айсберга. Кто на самом деле стоит за этими фурами? Почему именно арт-бизнес так часто всплывает в подобных историях? И насколько глубоко семья вросла в схемы, о которых сейчас лучше бы помолчать? Мы не утверждаем, конечно же, со своей стороны, но мы пытаемся смотреть на факты. И факты рисуют очень мрачную картину. Пока Никита Пресняков собирает аплодисменты в Лос-Анджелесе, где-то в России или за ее пределами, продолжается тихая война за деньги, репутацию и свободу. И никто не знает, когда следующее звено этой цепи вылезет на поверхность. С новым скандалом, естественно. Новым розыском, безусловно. Или новой фурой, которую снова не пропустят. Это не просто семейная история. Это история о том, как слава, власть и большие деньги превращаются в клетку, из которой уже почти невозможно выбраться чистым. И пока мы ждем следующих глав, остается только один вопрос. А сколько еще картин и сколько еще тайн спрятано в этом огромном семейном замке? А теперь представьте, как все это выглядит, если посмотреть с другой стороны, не навязанной искусственно, то, что нам все время преподается, оппозиция или позиция, политически мотивированные те или иные версии. Давайте разовьем как версию, ту самую, которая напрашивается сама собой, не перевирая никакие факты, ну то есть это полноценная версия. То есть не некую историю некой распавшейся звездной семьи, а как на хорошо отлаженный механизм. Давайте попробуем взглянуть. Клан, где слава это всего лишь вывеска, а настоящие деньги крутятся в полутени, где концерты, картины и закрытые вечеринки становятся идеальной ширмой для того, чтобы сложно проверить то, что сложно проверить, и еще сложнее доказать. Никита Пресняков поет в Лос-Анджелесе хиты нулевых. 15 тысяч долларов в карман. Звучит как нормальный гонорар для артиста. Но давайте честно, на больших открытых площадках такие суммы уже давно не делают погоды. А вот закрытые корпоративы совсем другое дело. Там никто не считает, сколько именно гостей заплатило, сколько ушло в конверте, сколько прошло через третьи руки. Никто не проверяет реальное количество зрителей. Это как черный ящик. Деньги заходят, выходят чистыми. И фамилия Пугачевой лучший бренд, чтобы все это прикрыть. Никто не задаст лишних вопросов. Все просто. Пришли на легенду. А если кто-то что-то скажет, можешь его обвинить, ты не любишь ее песни. А теперь вспомните, саму Аллу Борисовну часто называли бизнес-вумен. Но в чем именно ее бизнес? Новых песен нет. Голоса, как признают даже самые преданные фанаты, отсутствуют. И у нее... И у Орбакайте, предположительно, той самой, которая дарит нам вот этих забавных внуков Пугачевой. Орбакайте так и вовсе оказалась в скандале. Она вышла, вроде бы голос есть, потом она упала, петь не могла, ну, споткнулась, на сцене упал человек. Казалось бы, ну вот только голос сохранился. После чего люди поняли, это даже дошло до довольно серьезного скандала, вплоть до Госдумы, которая планировала ввести закон о том, чтобы приравнять исполнение под фонограмму к мошенничеству. Я это веду к тому, что голосов в этой семье, видимо, нынче вообще не присутствует. Ну, либо эти голоса живут отдельно на какой-то записи, на каком-то магнитофоне за сценой. Тем не менее, едем дальше, а это ведь все-таки важный момент. Концертов на больших стадионах, естественно, нет. Зато семья активно богатеет. И все крутится вокруг одного. Картина антиквариата, ценностей из замка в грязи. Никаких стартапов, никаких изобретений, никаких параллельных направлений. Ни у кого из семьи. Только то, где можно красиво переложить большие суммы. 2 фуры, картины, которые якобы стоят сотни тысяч евро каждая. Их пытались вывести в Израиль. Таможня остановила официально проблемы с документами. Но если посмотреть шире, это классическая схема. В Европе уже давно бьют тревогу. Арт-рынок – один из самых удобных способов отмывать деньги. Купил картину за наличку у сомнительного источника, продал на аукционе, и вот уже легальные миллионы. С закрытыми корпоративами добавил бы я еще также, ну, практически та же картина.
Это уже, наверное, каламбур, а не тавтология. Чечня. Куда прячется один из внуков? По слухам, давно в теме таких потоков. Ну, в сторону Чечни часто высказываются, что главный бизнес региона – это тоже отмывание средств. Элитные связи, быстрые сделки, надежные посредники, совпадения или часть одной большой системы. Пугачева и ее окружение словно избегают открытой конкуренции. Нет попыток вернуться на большую сцену, завоевать новую публику, бороться за рейтинги. Все в полутени. Закрытые мероприятия, частные вечеринки, семейный арт-бизнес. Ты хотя бы какой-то, ну, семья большая, вот так если вдуматься, ну, хотя бы кто-то мог бы из них заняться, я не знаю, ну, там, стилистом каким-то стать, хоть чем-нибудь стать, кроме одного. Только какие-то фонограммные исполнения, какие-то закрытые корпоративы и картины. Там, летчиком никто не хотел стать из них. Налетчиком, в хорошем смысле слова. А кто посмеет, тем не менее, копнуть глубоко, когда за спиной примадонна? Еще раз, да, тут же ответным под видом поклонников Пугачева могут напасть и заклевать любого, и блогера, ну мне ли не знать. А тем временем деньги продолжают течь. Через песни, которые поет Никита, через картины, которые никто толком не видел, через корпоративы, где кассу не пробьешь. Эта версия, конечно же, друзья мои, никто пока не предъявлял железных доказательств, а кто решится терять так же, как и я, канал за каналом, разбирая подобные дела. Но посмотрите на факты. Семья, которая когда-то зарабатывала миллионами на сцене, теперь живет в основном за счет того, что можно упаковать в фуры и отправить подальше. Голоса нет, зато есть коллекция. Концертов мало, зато есть закрытые посиделки, где цены никто не контролирует. И на фоне всего этого розыск по делу об убийстве. Ни много ни мало. Чечня, скрытые связи. Картинка складывается очень некрасивая. Ну и представьте, как это могло работать годами. Певица на сцене – символ, а за кулисами – тихий поток. Деньги из сомнительных источников превращаются в искусство. Концерт Никиты не просто ностальгия для иммигрантов, а удобный способ обналичить или обелить очередную партию. Закрытый корпоратив в каком-нибудь дорогом особняке, вот уже никто не спросит, откуда взялись лишние нули на счету. Все прикрыто блеском фамилии. И вот что пугает больше всего. Даже если это всего лишь версия, она слишком хорошо объясняет, почему семья так упорно держится именно за эти два направления. Картины и выступления. Ничего прозрачного, ничего конкурентного, только то, что легко спрятать в тени. И пока Никита шутит про большой телевизор в бизнес-классе, где-то в Чечне или за границей продолжают решаться вопросы, от которых зависит, останется ли вся эта империя на плаву. Я не говорю, конечно же, со своей стороны, что это доказанный факт, но просто смотрю на цепочку событий и задаю, возможно, неудобные вопросы. Почему именно арт, почему именно закрытые форматы, почему никаких попыток выйти на открытый рынок и показать, что они все еще могут зарабатывать честно и ярко. Все, не только Пугачев, у нее огромный клан. Да, пока ответов я не нахожу. Только ощущение, что за яркими хитами нулевых и дорогими полотнами скрывается настоящий механизм, который работает уже давно. И который очень не любит, когда на него светят слишком ярко. Сколько еще таких концертов и картин понадобится, чтобы понять всю картину? И что будет, когда следующий груз на таможне или следующее дело о розыске вылезет на поверхность? История клана Пугачевой только кажется гламурной. На деле она пахнет деньгами, которых никто толком не видел, и тайнами, которых никто не хочет раскрывать. И это, друзья, самое тревожное. И не знала ли что-нибудь из этих тайн Айшат Баймурадова, погибшая в той самой Армении? Вот такие вопросы рождаются в голове. Какие рождаются у вас, пишите в комментариях. На мой взгляд, я ничего не передернул в плане фактов. Пугачева не поет, но когда задаются вопросы, здесь очень много сопутствующих таких событий, которые и рождают вот эту уже, более-менее, хочется надеяться, лаконичную историю данного клана, которую я попытался вам изложить. А мелочей, в которых они попадаются, их достаточно много. Например, то, что я предупреждал, что, оценивая именно через эту призму своей версии данный клан, что когда Пугачева уехала в Израиль с Галкиным, вообще моя главная идея и моя версия в том, что они поехали под видом, оппозиции, чтобы Пугачева, она просто не то, чтобы была всегда рядом с властью, она прям часть этой власти. Уже анекдоты есть о том, что, да, это Брежнев, это мелкие политические деятели в эпоху Пугачевой. Пугачева все время у власти, вообще неизвестно, кто власть больше. Пугачева единственная, кто могла делить кинотеатр «Форум» с одним из крупнейших гангстеров тех времен, Сильвестром. Был ночной губернатор Москвы, это Сильвестр, и ночной губернатор Питера. Там, кстати говоря, у того на днях рождения, по-моему, присутствовал Галкин. То есть они крутились именно с этими ребятами, с одним ссорились. То есть вот какой уровень возможностей и безопасности. Вот, это если, да, опять же говорить о каких-то нюансах, которые складывают потом общую картину.
огромные средства, то, что уезжают, когда они в Израиль, то говорится о том, что они купили особняк за 10 миллионов. Я сразу сказал, вот если это моя версия, то потом скажут, что не покупали. Пройдет годик-другой, то есть, почему, зачем это делать? Затем, что надо было, видимо, вложить деньги кого-нибудь, кто находится под персональными санкциями. Вообще, 22 год для меня, вот я его воспринимаю именно через призму криминала, не как событие, вооруженный конфликт. Конечно, я это отслеживаю, я это вижу, но я пытаюсь смотреть подводные течения, среди которых я нахожу, явный страх. Почему очень много стало уехавших из России, вот так элитно, то есть сильно обеспеченных людей. На мой взгляд, подействовали именно персональные санкции, которые возникли вот именно на фоне данных событий. Потому что событий было до этого много. И Сирия, и очень много противоречий, там вплоть до химических отравлений. То есть, было из-за чего повозмущаться, если вы готовы повозмущаться. Я про Грузию не буду говорить, да, и про многое другое. Многие и конфликты, и давление, и вмешательство в американские выборы, опять же, что предъявляется России. Никто из них никуда не уезжал. И тут вдруг массово поехали. У меня полное ощущение, что это связано. То есть, что поменялось? А поменялось, появились персональные санкции. И вот в этот момент Пугачева уезжает, говорит, покупаю дом за 10 миллионов евро. Потом она в интервью говорит, что она уезжала с 50 тысячами долларов. И позже, по-моему, через год, через два сообщается, нет, это не она покупала дом. То есть в нужный момент нужна информация. Что это Пугачева купила, мол, не проверяйте. Галкин очень так плавно пытается изображать из себя оппозиционного деятеля, который, честно говоря, у меня тоже вызывает много вопросов. Сидит он в Куршавеле, крайне сомнительное место, там встречаются те, кто, по большей части, скажем так, вызывают вопросы и сомнения по поводу и конфликтов, и зарабатывания на этом денег, и серых, и, в общем, не самых чистых. Не говоря уже о наследственности самого Галкина, его папа сменил Рохлина, который пытался очистить армию от мошенников, воров, тех, кто живет на крови и на воровстве. Рохлина убили, его застрелили просто, крайне резонансное дело. Его место занял папа Галкина, который свернул все его инициативы, превращая, собственно говоря, этот мир в область зарабатывания денег на крови, давайте прямо скажем. Поэтому меня никак не цепляет высказывание Галкина о том, как плохо, когда людям на голову падают бомбы. Это, наверное, нехорошо, особенно если они тебе на голову падают. Но когда ты из такой семьи, то ты либо об этом должен говорить всю свою жизнь, потому что ты в этом мире рос, и, например, не приняла твоя душа. Как-то когда на старости лет, только в 22 году ему вдруг приходит в голову, что, черт побери, а ведь это нехорошо. Армия это плохо, армия носит стрелковое оружие, которое предназначено для того, чтобы делать в людях дырки, извините. У Галкина вдруг проснулось что-то в голове. То есть я это связываю с персональными санкциями, нужно отыгрывать бренд «Мы хорошие». Пугачева ни разу ничего не сказала ни по поводу осуждения боевых действий, ни по поводу их поддержки. То есть это такой ровный материал, отыгрывает типа оппозицию Галкин. А дальше уже картины, арт-искусство, странные деньги, гибели Айшат Баймурадовой. Уж не знаю, насколько это связано с самим кланом, но еще раз повторю, фамилия здесь звучит. И многие другие вопросы. Огромное количество недвижимости по всему миру у Пугачевой, об этом, по крайней мере, говорится немало. Так что следим за этой ситуацией. Довольно любопытная ситуация. Со своей стороны дополняйте, как это видите вы. Может быть, я где-то что-то перегибаю, но я стараюсь быть объективным. Я просто откидываю то, что на поверхности, то, что нам пытаются навязывать, певица, не певица. То ее поймали в Твери, по-моему, она приехала в Россию, она сказала, я приехала записывать песни. Уже смешно, потому что она не поет, у нее нет голоса. Но самое еще смешнее, когда потом она записывает 2 или 3 песни, пытаясь что-то то ли военную тему прокачать, ту, которая, видимо, она, не поддержит. Я не знаю, ее трудно очень понять. Но суть в том, что для этого она уже не приезжает больше в Россию. Из чего я делаю со своей стороны вывод, что, значит, это неправда, что она приехала записывать, только ради того, чтобы в какой-то студии записать в любимой. Следующую песню она записывает уже, видимо, не в любимой студии. Значит, это не было причиной. Это опять же, то есть, что является ключом? Почему уезжали? Осудили? Сомневаюсь. Скорее, персональные санкции. Почему приехала? Записать? Сомневаюсь, потому что записывает и в других местах. То есть, вот так по другим сопутствующим событиям ты делаешь вывод, что это недостоверная версия. А почему приезжал в Россию? Я считаю, решала вопросы. Может быть, в кармане деньги выводила, может быть, клала на крипту, а потом какой-нибудь концерт какого-нибудь очередного внука где-нибудь в Лос-Анджелесе. И под это дело просто из крипты поднимают деньги. Пишут, что это были зрители. Что называется, это раньше называлось нарезание корешков билетных. И все, было столько-то зрителей, миллиард был зрителей. То есть сколько угодно денег можно таким образом нарисовать. То есть это тоже из области отмывки денег, чтобы их легализовать, положить на счет и, как говорится, спать спокойно. У меня картина рисуется такая, опять же, я готов сам себя повинить немножко за то, что, узкий взгляд, то есть ситуация, картина может быть более многогранной, безусловно, пишите со своей стороны. Тот, кто напишет, что Пугачеву нравится, он слушает его песни, да боже мой, чтобы я был против. Но мне бы хотелось, чтобы Айшат Баймурадова была жива и тоже слушала эти песни.